Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу заняться, казалось бы, невозможным делом для того, чтобы это сделать своими руками, без привлечения профессионалов. Сегодня хочу натянуть натяжной потолок с помощью строительного фена, либо монтажного, кто как его называет, и нескольких дуек. А получится у меня это или нет, смотрите в этом видео. Первым делом я в Paint нарисовал размеры своего потолка, выбрал картинку на сайте и скинул эти данные дизайнеру, который занимался моей фотопечатью на пленке. После чего получил макет моего потолка, как он будет выглядеть в реальности. На этом этапе можно у дизайнера попросить, чтобы что-то изменил, либо яркость, контрастность, там что-нибудь добавил. И также получил четкую смету, сколько будет стоить пленка. Заказал пленку сразу в кухню и в ванну. Также купил пластиковый профиль под гарпунную систему. Пластиковые профили намного дешевле, чем алюминиевые. Их минус лишь в том, что если кто-то сверху вас зальет, то алюминиевый профиль в состоянии выдержать большой вес воды, которая будет над вашим потолком, а пластиковый может поломаться. Во всем остальном пластиковый профиль удобнее. Для моего овального потолка профиль прекрасно согнулся по диаметру полукруга 1,20 м, то есть радиус 60 см. А алюминиевый профиль пришлось бы заднюю стенку пилить для того, чтобы согнуть. Производитель рекомендует крепить саморезы на расстоянии где-то 15 см друг от друга. Где-то на таком расстоянии я и крепил. В строительных магазинах я не нашел специального шпателя для натяжки натяжных потолков, поэтому взял обычный шпатель за 8 гривен, отпилил болгаркой лишнюю часть для того, чтобы он не был гибким, и зашлифовал острые углы для того, чтобы не порезать потолок. Для крепления самого потолка я просто взял обычные бельевые прищепки, которые хорошо держат, привязал к ним ниточку и ниточку намотал на саморез, который просто вставил между профилем и потолком. Для того, чтобы нагнать хорошую температуру, установил дуйку, которая дует с одной стороны на потолок и также с другой стороны. Также посередине буду разогревать потолок строительным феном. Температура в комнате почти что 30 градусов.
Что сказать, жарко, капец, весь мокрый, но тем не менее я это сделал. Еще останется, конечно, прицепить багетик, который скроет щели. Но вот так вот, друзья, можно натянуть потолок своими руками. Две дуйки, еще раз напомню, одна и вторая на холодильнике. Строительным феном немного прогрел в середине. Температура 28 градусов. Потому что фен уже выключил. Вон мой фен. Вот. Но тем не менее все получилось. Делайте просто хорошую температуру. Направляйте на полотно, только перегревать полотно нельзя, чтобы оно не сморщилось. И все возможно сделать своими руками. Осталось еще проверить, как будет диодная лента светиться под потолком, которую я наклеил. Вот так светится потолок. Вот такой получился космос. Видны, конечно, засветы между профилем и потолком. Это потом закроется кантиком. Но в целом, по-моему, красиво. Теперь хочу снять вам небольшое послесловие, в котором расскажу цифры, что я потратил на этот потолок и вообще почему решил заняться натяжным потолком своими руками. Давайте с цифр. Значит, потратил я на пленку, это была самая дорогая покупка, 35 или 36 долларов, в районе 1000 гривен, в общем, мне обошлась пленка. Пластиковый профиль я купил сразу себе на кухню, в которой я натягивал потолок космос, и также на ванну, в котором буду в будущем натягивать потолок с дельфином. И туда мне обошелся профиль в 6-7 долларов, грубо говоря. То есть, в принципе, это 200 там с копейками гривен. Плюс еще фен. Плюс еще фен строительный за 250 гривен, самый дешевый фен интертуловский. Он прекрасно справился со своей работой и прекрасно отработал за своих 250 гривен. На сегодняшний день это вообще не деньги за какую-то технику. Теперь пару слов, почему я решил вообще заняться этим самому. Изначально в видео, в котором я делал потолок, я говорил вслух о том, что буду вызывать мастеров для того, чтобы они мне натягивали потолок. Почему все изменилось? Изменилось потому, что пунктуальность наших работников по натяжке потолков, да и не только, оставляет, мягко говоря, желать лучшего. С первым работником, с которым я связался по поводу натяжного потолка, он обещал ко мне заехать в течение часу после моего звонка. Прошло 3 дня, он ко мне не явился. То есть, человек не хочет заработать. Не хочет, то не надо. С другим человеком обговорили стоимость. Все, кстати, стоимость потолка мне посчитали в 2 конторах 150 долларов как минимальный заказ. У них считается минимальный заказ 10 квадратных метров. Вы, если будете звонить, уточнять, вам, скорее всего, то же самое скажут, если ничего не поменяется. Другой пришел, второй ремонтник пришел, посчитал, говорит, 120 долларов. То есть на то время по курсу это было около 3300 гривен. Так вот, я готов был заплатить ему эти деньги за его работу, за его труд, при условии том, что он придет в уговоренное время и сделает мне потолок. Так же самое я его ждал 3 дня, он каждый день меня кормил завтраками, как говорится, вот сегодня заеду, не сегодня не получилось, завтра заеду, еще послезавтра заеду. В общем, я плюнул на это все дело, заказал пленку самостоятельно, заказал профиль для пленки и установил, как видите, тоже своими руками. Да, получилось, что пленка 1000 гривен, половина профиля это гривен на 150, плюс фен. То есть, чуть-чуть больше, там, 1200 гривен я потратил. Там было 3300, 120 долларов по курсу. Здесь получилось, 1300. То есть, грубо говоря, я сэкономил 2000 гривен. Но не из-за того, что у меня нету денег, а из-за того, что пунктуальность работников оставляет желать лучшего. Кто смотрит это видео из ребят, которые натягивают потолки, будьте добры, если вы сказали, что вы приедете сегодня, либо хотя бы перезвоните, скажите, что у вас не получилось, и вы приедете в четко уговоренное время в другой день.
Ну и на этом, пожалуй, все, друзья. Спасибо большое за просмотр. Пробуйте, кто хочет натянуть потолок своими руками. Это, в принципе, несложно, я показал. Главное создать хорошую температуру, не пережечь пленку, потому что ее сильно разогревать нельзя, потому что она может взяться гармошкой, либо вообще порваться в местах, где она сильно разогреется. Аккуратно работайте шпателем, потому что шпателем горячую пленку очень легко пробить. Слава богу, у меня ничего такого не случилось. Четко делайте, четко вымеряйте размеры пленки, потому что если сделать чуть меньше, то ее очень сложно натянуть. Если, наоборот, некоторые больше пленку заказывают на пару сантиметров для того, чтобы ее легче было растянуть, ну, я заказал четко по своим размерам, и особых трудностей в натяжении пленки у меня не возникло. Еще раз спасибо большое за просмотр, всем хорошего дня, пока!